Индийский железнодорожный вокзал. Игорь составил мне компанию, как обычно, как он это все делает в последнее время. Мы решили прогуляться на железнодорожный вокзал. Вот пока что все чисто и прикольно. Нету грязи, ну только что много спящих людей внизу на первом этаже. Так все чистенько. Зашли без проблем на платформу, спускаемся вниз, идем. Вот просто тупо зашли и идем. Вон какой-то поезд там подходит в это время. Может быть, сядем в него, может быть, не сядем. Но поезд красивый. Видно, какой-то скоростной. В общем, мы зашли в поезд, даже не знаем, куда он идет. Я сейчас. Смотрите, сколько здесь таких штучек. То есть, представляете, сколько здесь народу, что столько вот ручек мощных. Куда мы едем, Игорь? Мы просто едем. Все железное. Ну, в принципе, терять нам нечего, мы обратно приедем. И едем, Игорь, нет? Конечно. Едем? Все. Я присаживаюсь. Я, смотри, на что обратил внимание, здесь много очень ручек вот этих, да, держалок. То есть тут сколько народу в полном вагоне. Сиденья литые. Вагон сделан мощно. Он у нас спрашивает, куда ехать. А, Игорь, а можешь узнать, мы обратно сможем приехать? Куда мы едем сейчас дальше? No? А на другом поезде сможем? А, какая следующая? Может, не поедем? Не, он двери не закрываются. Когда начнет трогаться... А, успеем спрыгнуть? А обратно никакие проходящие не идут? Morning return. Sapur Basti se morning return. Next station. Next station Sadar Bazaar. Какая? Sadar Bazaar. Okay. Last station. Traveling without How many ticket kilometers? is punishable offense. Last station. Он сейчас смотрит последнюю станцию. Блин. С последней станции можно и не приехать. Здесь какие-то трубы идут с водой. И они причем везде задвижки подтекают. Не знаю для чего, но их много здесь. बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है. 11 kilometer. 11 километров последняя станция. Ну, 11 мы на рикше доедем всегда, да? Нам это... By rickshaw it's possible. Come back. Come back. Ну, 11 километров это немного. New Delhi, come back. New Delhi. Today. By rickshaw. Мейн базар. By rickshaw, by taxi. Auto rickshaw. Taxi. बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है. By rickshaw it's possible. Come back. No. By taxi. This place is danger area. Yeah, really? Что он говорит, danger? Why? Опасное место, говорит. Поворот не туда. Да. Robbery होती है. Why? Robbery. It's bandits. वहाँ पे pocket. Yeah? Yeah. Покер фейс. You live in this place? हाँ. नहीं. Traveling without Delhi ticket traveler. is punishable Travel. offense. मैं Delhi traveler. How are you going in this place? Delhi traveler. My place. То есть следующая станция опасная, да? Очень опасно, он туда едет. Yeah. Delhi traveler return. Yeah. Окей, он वो здесь. А он нас возьмет под защиту свою. Delhi traveler place okay.
Да, возьмет. Возьмет? Как? И вот же нас में ना चले। Слышь, и сам нас обчистит. И хочется, и колется. Вот сейчас тот самый момент, реально, когда хочется и колется. Он нас напугал. Но есть страх, да, какой-то, Игорь? Нет, Поедем. можем поехать. В принципе, 11 километров. Это не- 11 километров, да, это не так много. From Russia. Блин, и не страшно, но просто другая сторона. Вот этот момент пугает. कृपया अपने आसपास के नागरिक समान की सूचना И что-то он долго стоит. Причем поезд пустой. Видео на память из вагона пустого, в котором только мы втроем. И никого больше. Не знаю, поедем мы дальше или нет, но он нас испугал очень сильно. И у нас Он говорит, что за 2 остановки до этих, аж 2 остановок, он कोई भी लावारिस वस्तु जैसे ब्रीफकेस, बैग, थर्मस, ट्रांजिस्टर Прощай, друг наш. Он уехал без нас. Мы испугались ехать с ним. Ну, реально что-то страшное. Заметьте, туда вообще никто не едет. Вот, трое только. 4-й. Тот, кому долго ждать поезд, они вот так вот на коробках спят. И не комплексуют особо. Кто-то он сидит под электрощитом. Здесь вообще народ в Индии ничем не заморачивается. Вот еще кто-то кашляет, причем содрогается. Но уже холодно, на самом деле, по ночам холодно. Поэтому не мудрено тут, что тут закашляешь. Смотрите, какие у него волосы. Это что-то первый раз такие волосы вижу. Вот ребята ждут свой рейс. Ребенок не успел проснуться, у нас увидел сразу деньги, подбегает просить. А это видно или мама, или сестра, я не пойму. Она и говорит, типа, ну не ребенку хочется с собакой поиграть, а ну вот это кто-то взрослый вот лежит. Говорит, иди типа проси. Все. Свое дело сделала. Ну еще, это же еще ребенок, он с собачкой играется. Оп, маме денежки. Мы разобрались, это ребенок, это мама, а это папа проснулся. Ну, они молодые очень. What is your name? Anjali. Anjali? Excuse Arjun. Anjun. Father? Excuse Sunita. Anjun папа, Anjali мама. Name mother? माँ का name? माँ का नाम? अरे नहीं, नाम पूछ रहा। सनीता। Sanita? हाँ, इसका नाम सुनीता है। Name Sanita? हाँ। Yes. Все, я понял. मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे समझ में आ रही। और इसके एलिस हम सेंटर जाते हैं। इसके पढ़ने जो भी टूरिस्ट अंग्रेज आते हैं। हम इस लिखते हैं। Мать будет отца. Я видел только что, она деньги брала куда-то, ну туда, под кофту. Типа, смотри, как дочка зарабатывает. Но мы ей уже отдали 300 рупий. 300 рупий это где-то 320 рублей. Ну, суть не в деньгах. Но они очень молодые, и мама, и папа. Отец проснулся, потому что пришел кто-то
или знакомый. Похоже, тоже кровать делает, потому что, ну, я так думаю, что это кровать. Блин, ну я даже не представляю сейчас, чтобы вы понимали, сейчас на улице градусов 15, это холодно. Можно почки застудить. Поезд едет. А, вот он едет. Я думаю, я уж подумал на того, который идет по путям. Ребята переместились. Здесь будут спать, наверное. Возле нас. You from Russia? Russia. Yes. You sleep here? Yeah. Why? I am no. You don't have home? Yeah. Он Он спит. спит здесь, потому что у него нет дома. You have parents? Yeah. Parents? Parents? I am no parents. Why? Родителей нету? Where? I live in Tisazar Demarcy Children Home. And В общем, он спит здесь, у него нет родителей, то что я понял. But you look good. Maybe you don't sleep here. Your А hair что is дальше? good. no, I'm Я спрашиваю у него, что он выглядит очень хорошо, у него красивые волосы. А, Что он ухоженный. не похож, да, на человека, который спит каждый I день. always look like a kid. Why? I can't. Не, ну, судя по ногам, он похож, смотри. Да, да, он говорит, что я просто так выгляжу хорошо, просто от рождения, так вот, у меня хорошие волосы. Потому что ноги там все в этих, ну, Окей, видно, что окей, не мытые. And how many years you sleep here? 6 months. 6 месяцев 6 месяцев. здесь спит. Да, да. Слушай, а как они в 0 здесь спят градусов? Здесь же холодно. Okay, at February it's cold here. Really cold. And you sleep here? Ну это жесть. Это реально жесть. Where are your parents? I have no idea. Он не знает? Why? А может его бросили? When it's happened? When your parents, I'm so little. And go. Очень маленьким был, когда родители его оставили, и ну, он бросили. даже их не знает, да. Малышка улыбается. Малышка самая лучшая, которую я видел в Индии, честно. Я честно вообще не понял, это ее отец или брат, потому что он что-то начинает говорить, она на него замахивается рукой. То есть Давай здесь спросим. It's your brother or who? Just friend. Просто типа чувак, который тусит с ним. чувак, это не Я отец, думаю, это мамин сожитель. мамин друг. Да. Это вообще мамин друг, не папа. А вот она очень удивительная, кстати. Все. Он сейчас будет спать. All night Блин, слышь, вот be here. я тебе честно скажу, они живут в жаркой стране. Вот если я сейчас с ним рядом бы прилег, я замерз. Он не мерзнет. Да, да. Они And what закаленные. you doing at day? Он ему делал даже. How you get money? Yes. What you do for money? Baker? Something heaven, no? Ah. And you pay some, Блин, у них зубы белее, чем not? у многих тех, кто их чистит. No, no, no. You pay some Indian guys for this work, no? All money you take? Это точно не папа, это мамин друг.
На Будулая похож, между прочим. Такой вот, я помню, фильм. Он зарабатывает тем, что он попрошайничает. Ага. Я у него спрашиваю, ты платишь кому-то за то, что ты попрошайничаешь? Он сделал так. Ну, скорее всего, да, да. он сделал так, что нет, но как бы да. Просто так, наверное, здесь и находится. Да. Он кому-то платит за то, что он работает на этой территории. Угостили ребят масалой. My friend, you drink tea? Nice. No? Really? You drink this? Игорь, я ему говорю, ты Короче, пьешь? мне этот мальчик только что говорит, вот этот мужик, который за мной стоит, Ага. он говорит, ты знаешь, что это такое? Я говорю, нет. Он говорит, это типа карманник, очень профессиональный. А, то есть здесь, нас сейчас Я щипнут? говорю, да ладно, типа я все смотрю. Он говорит, нет, ты даже себе не представляешь, насколько он быстро работает. А скажи, что мы выложили все дома ему. А он говорит, я уже вижу, что у тебя типа телефон торчит из кармана. Ты- И он уже это все он уже засек, присел, типа, смотри. Да. Короче, смотри, я знаешь, что... Игорь, смотри, вот это, видишь, вот этот вот мальчик. Смотри, Игорь, не туда, не туда. Я ему говорю, ты будешь масала ти? Он мне говорит... Я ему говорю, ты будешь масала ти? Игорь. Он говорит, нет, я буду вот это, говорит. Кто? Он. You drink alcohol? What's your age? Yes. 19? Really? На всякий случай я рюкзак одел вот так. Потому что сзади дяденька сидит. Ну, нам сказали, нас предупредили. You told me Предупрежден, значит вооружен. Предупрежден. you don't drink. Пришел вон тот дядька. И они начали быстро собирать вещи. Похоже, сейчас поливать будут здесь. Я так понимаю, мыть. Ну да, вот видишь, шланг. Да, они моют. Мойка начинается. Прям буквально 3 минуты назад туда 2 крысы залетело. Они, похоже... они, скорее всего, или туда занырнули, или вверх куда-то побежали. Потому что никто не выбежал. Блин, как они не мерзнут. Покупали, виски такие маленькие, они попросили. То есть со стаканов им наливаешь, они не берут. Вот эта женщина попросила целую бутылку, пришлось отдать. Чисто в подарок. Ну, отдали. Не жалко для хороших людей. Здесь уборка у нас идет под ногами. Покидаем мы вокзал. Вот это поезд уходит. Ничего не понятно. Спят внутри, спят на улице. Все спят. Вообще никто не заморачивается. Просто берут с собой пледы. Какие-то матрасы, я не знаю. Даже собака спит, смотрите. Мерзнет. Бедняжка. Наболтались, наговорились и выходим из вокзала. Сейчас куда идем, пока не знаю, непонятно, но идем. Нам еще, в принципе, долго идти до отеля. Все может быть в Индии.
Нас позвали куда-то на массаж вечерний. Так, это, оказывается, здесь делают массаж здесь ночью. Ну, время все, час ночи. Что это? Просто массаж лица? Да, вот просто массаж. А что такое 3000 рупий? 15 минут? 60 минут плюс 15 минут. No video. Окей. Вышли мы из этого салона, но так как я замужний, естественно, мне это не нужно, друзья. 3000 просто массаж стоит, 6000 просто массаж стоит. Все. Там вообще нет кислорода, вентиляторы не работают, там просто задохнешься. Вот мы пока 5 минут стояли, но мы ради интереса зашли узнать. Очень жарко и очень тяжело дышать. Тут и так в Дели тяжело дышать, а там вообще тяжело дышать. Игорь не может без масала ти, чтобы раз 20 в день не выпить. Дошли к масала ти. Это кирпич или что это такое, я не пойму. Даже мне показалось, что это какой-то пудинг, это кирпич. Это показатель того, что здесь чай очень вкусный. Масала ти. То есть, ну, большая кучка, значит, много пьют. Много пьют, значит, он очень вкусный. Вкусно готовят. Может быть, кто-то из вас знает, почему в Индии мужики держат друг друга за руку, но не все. То есть вот сейчас вот лет по 18-19 они друг друга за руку держали. Давай поясню. Что он сказал? Одну тему. Короче, в Индии такая тема. Не, это я уже объяснил. Сейчас. Существует такая тема. У них очень много рождается братьев в семье. Допустим, 8-10 братьев. И пока старший не женится, а после него предыдущий, младший не имеет права ни на какую связь. И поэтому они где-то в районе 12 лет имеют связь между мальчиками ради познания. Потом они вырастают, женятся, все, типа они... Ну, сейчас им лет по 17-18. Но эти уже типа продолжили. Это большая редкость. А в основном То есть они имеют продолжили мужскую что? связь, почти все в Индии имели мужскую связь Друг с другом. Да, из-за познания типа вот этой энергии. Но потом они прекращают. Так, давай, по-другому, какой энергии? Ну, вот То есть половой акт? да, ну там какие-то, я не знаю. Ну, короче, изучали друг друга, скорее всего. А потом они женятся, и у них это проходит, и никто типа там уже не... Как мимолетное видение. Да, как гений чистой красоты. Нет ничего прекраснее, друзья, чем выпить масала ти в 3 часа ночи. Мне показалось, или я чувствую запах? Кто-то что-то курит. Мне это видит. Види? Запах видит, да. Чем масала ти. Индия уснула. Все спят. Улицы безлюдные. Одни байки и мусор. Доброе делийское утро, а вернее добрый делийский завтрак. Не знаю, как блюдо называется, но вот эта штука очень-очень острая. Еще и перец кинули. Несмотря на то, что я люблю перец, это очень остро, даже для меня. Если хотите дешево питаться в Индии, то только так, на улице. Если у вас ограничен бюджет. Мне здесь сделали замечание, что нужно сказать, что это вкусно, но это реально вкусно. За все время пребывания у меня впервые за ночь сегодня была очень сильная изжога, мне было очень плохо, я выпил большое количество таблеток, я не знаю, с чем это было связано. Или из-за воды, ну, что-то не то я съел.
2 часа ночи я проснулся от того, что я просто сгораю. Меня начало морозить. После большого количества таблеток я к утру уже отошел. Скорее всего, думаю, гадаю, изжога, наверное, была от местного алкоголя, потому что до этого никаких проблем не было. Местный алкоголь такой своеобразный. Едем на Чандичоу. Опять. Опять 45. Что-то у нас еле везет, ему тяжело, наверное. Мы очень много весим. И еще один важный момент, если вы вступили в конфликт с местным и пытаетесь там решить вопрос с полицией, знаете, что не в вашу пользу эта игра, поэтому лучше не вступать ни с кем в какие-либо быть благоразумным, лучше уйти в сторону, так проще и так легче, даже если видишь, что ты не прав. Потеряться в Индии ровно 3 секунды. Это мусульманские похороны. Тоже на встречу, что ли, поехали? Потому А что тут из-за похорон это перекрыли движение. Ни с того ни с сего опять начала мучить изжога. Сейчас зашли в аптеку, купили какой-то алмагель местный. Скорее всего, это после того, как выпил энергетики. Сразу началась эта реакция. Повышенная кислотность, видно. Идем в магазинчик. Жена попросила купить ей слоника. Слоника или ганешу. Быть в Индии и уехать отсюда без сувенира грех. Зашли в магазин. Ничего себе она весит, слышишь? Я думаю, килограмм в такой штучке. Много всяких статуэток. Много всего. Надо выбирать. Здесь мы ничего не выбрали, потому что здесь очень все дорого. Очень дорого. Хорошие вещи стоят везде хорошо. Сейчас идем на другую точку. И, как обычно, человек, который хочет всегда помочь. Завести в свой магазин. То есть в день вам по 20-30 раз будут предлагать: пойдем в мой магазин к знакомым. Система откатов здесь работает. Тебя привели, что-то получили, если ты купил. Все как и везде. С главной дороги сворачиваешь, и здесь получается улица, где живут, продают ремесленники.
свою продукцию, и очень много здесь. На каждом углу. Кто? Очень много здесь магазинов. Очень. Много очень красивых вещей. Вот что-то такое крупное стоит очень больших денег. Вот такие вот плевки красные везде. Это, я так понимаю, от снюса. Много любителей снюса. Вот такая вот Ганеша Photo in your life. стоит 3000 рупий. Вот, по-моему, это с серебром, со вставками серебра, она уже там дороже стоит. То есть есть золотого цвета. How much? This is 3,000. 1,5. Вот такие вот. Есть вот такие под старину. Вот это 15 стоит, но с составками из серебра. Вот это 15 тысяч стоит, да? Да. 15 тысяч рупий, это где-то, ну, плюс-минус 16 тысяч Ну, рублей. 17 тысяч рублей. 17 тысяч С рублей. составками серебряными. Весит она All work. Back side. килограмм 6, наверное. Смотрели, в общем, выбрали танцующего Шиву. Что значит это, танцующий Шива? Пока Шива танцует, мир крутится и существует. Все, берем танцующего Шиву. Вес где-то 4 килограмма, 3800 с чем-то. Да начнется танцующая жизнь. Сейчас идем к нашему коллеге. Он покупает, забирает туалетную воду. Ну, вернее, масла. Ой, неправильно сказал, да? Духи, масла. Масла. И едем странствовать по Индии. Есть вот такой вот слоник. А вот как раз то, что мы сейчас взяли, да? Только это Шива танцует на демоне. Очень классно смотрится. Видите, какая чаша. This is Shiva? Ну, я думаю, что... How much? Brass. Metal brass. Еще, прежде чем сказать, сколько стоит, такую штуку надо взвешивать. Вот такая вот Шива стоит 40 тысяч рупий. Где-то 42 тысячи рублей вот эта штука стоит. Но она достойно смотрится, это да. Ты другую не видел, но там... Это нужно, чтобы большой дом был у тебя красиво, чтобы это все стояло, смотрелось. Что-то из табачного. Ну вот тот самый как раз снюс. Какие-то орешки, смесь, лист. Местный насвай. Здесь продают масла. Точка. Без остановки. Народ идет и идет и идет и идет. Мне подарили вот такую вот штуку. Сандал. Сандал, по-моему. Масло. Я его сейчас растер. Такой очень-очень освежающий аромат. Даже не с чем его сравнить. Все. Ты счастлив? Звонок от жены. Хочешь, не хочешь, бери мне слона. Слоника надо взять. Я уже еле ноги волочу здесь. Так, нам туда, да? Возвращаться обратно не будем. Здесь берем этого слоника и уходим.
Купили слоника. Все-таки. Да, все-таки то, что понравилось Тане, стоило, конечно, дороговато, но купили. Ну как дороговато. Для меня тоже. Суть не в этом. Едем к метро, к ближайшему. 100 рупий на 3 персоны. Утомила эта дорога. Решили с пацанами перекусить. Little, no spice. For me little spice. В общем, 2 такие порции заказали. Я попросил себе спайси, это спайси. Прикольно. Это новый вкус. Вот я уже чувствую, что это спайси. Пошла жара. Вход в метро. Много бездомных. Я так понял, одна остановка стоит 10 рупий. Ну, что-то 10 рупий показывает, непонятно. Десять рупий, да, получается, до того места, куда нам нужно доехать? С каждого? Да, с каждого по 10 рупий. Вот так вот выглядит. Жетон никакой не дают. Прикладываете вот по этому штрих-коду. В метро чисто. Сразу это замечаешь. В платформе вы не подойдете к самой. Такие загораживающие устройства. Ну, чтобы не было желания у кого-то прыгать вниз. Или кто-то столкнет вас. Очень жарко. То есть, вроде слышно, как и работает вентиляция, но жарко. Даже скажу, душно. Только сейчас я присмотрелся за вот эти шторки прозрачные, стеклянные. Ну там, естественно, все закопченное. Не чистое. Все на нас смотрят, как будто мы вымирающие особи. Вымирающий вид. Может быть, наоборот. С надеждой. А мы сразу причем попали в мужскую. Так, я и женщину вижу. Я слышал, что первые вагоны это женские, потом мужские. Здесь вот и одна женщина есть. Поэтому все на нас смотрят, потому что здесь одни мужики. Сначала не при... Я не придал просто этому значения. Можно просто в первые только женщины, которые там какие-то набожные. Ну да, это общий вагон. То есть здесь всегда есть выбор. Либо в женский, либо в общий. Наша станция. Раджичок. Так, нам наверх надо как-то подняться. Скорее всего, туда надо. Экскаваторы здесь не очень длинные. И коротенькие. Их может быть нет. Да, они вот так идут. Сразу резкий аромат
индийских специй. Здесь очень устроено. Интересное метро. Нам куда-то наверх нужно, сказали. Нету ни одной мусорки, чтобы выкинуть салфетку, которой протерли кроссовки. Нигде. Ну, и чтобы выйти из метро, естественно, прикладываем обратно. Открывается и уходим. Мы вышли. Здесь уже сразу интереснее становится. И тут ты понимаешь, что все это санкционка у нас в России. Возле торговых центров, в принципе, все чисто. No. Thanks. Здесь убирают. Ну, видно, богатые люди живут. Наверное, их раздражает грязь, поэтому все чисто. Все цивильно. Ну, видно, что ЗП здесь не такие, как на окраине где-нибудь. Но цвет домов при этом не меняется. Всему виной дождь. Он старит. Эти заведения. Подошли к какому-то храму. Здесь прям много малышей. Малышей обезьян. Но они агрессивны, вот эти вот мелкие обезьяны, они агрессивны, они начинают кидаться. То есть не сами мелкие, а вот самец прям себя ведет так не очень. Вот так делают пуджи, молитвенный обряд. То есть за вас будут молиться и т.д. и т.п. То есть это долгая процедура. Здесь вот эти дикие обезьяны что-то кидают.
Я так понимаю, это какое-то масло, да? Оно всегда горит. А это кто? Шани Дев? Нашествие обезьян. Их очень много. Представляете, на вас такие нападут. Одних вы не отобьете. Сейчас самец с ним разберется. Чтобы не кричал громко. Даже видите, камера в решетке, потому что они отрывают все. Здесь опасно держать камеры, блин, они могут вырвать. Для них это вообще не проблема. Очень много. Мамки, папки, все здесь. Семьи. Вот она висит на груди. Ну, их тут кормят, поэтому их здесь много. Впереди что-то жгут. Он остановился, сотрудник полиции, видно. И поливать сейчас будет. Загорелась мусорка или кто-то спал, наверное. Вот видишь, какие бдительные здесь сотрудники. Сейчас тушить будет. Как настоящий офицер. Блядь. Бросил все, смотри, да, серьезные люди. Как капитан Каталкин. Не, ну, прикольно. Ехал, остановился. Увидел дым. Привез канистру с водой. Потушил. Идеал, а не сотрудник полиции. Ой. Небольшой темпл даже у водителей рикш, велосипедов. Что он предлагает, Игорь? Наши попы. Он стригет себя, смотри. Сам себя постриг. Вся эта толпа за мамосами. В Индии не доливают фанту в бутылочки, смотрите. У нас потемнело. Мы сидим вот возле дороги. Захотелось омлета. Реально захотелось омлета, потому что дал бобовый рис, вот уже хочется просто яйцо. Фанта какая-то неестественная. Вот она, что-то здесь мало газа, она сильно сладкая и нету привкуса апельсина, там, ну, цитрусового сильно. Вот просто сладкий какой-то сироп. Типа юпи, слегка газированная и что-то отдаленно напоминает фанту. Вот так выглядит омлетик, который нам приготовили. Окей. Вот давай чили чуть-чуть нальем. Зелененького. Воздушный омлет. Fine, thank you. Gracias.
Где бы вы ни сидели, куда бы ни присели, к вам всегда будут подходить люди и пытаться узнать, кто вы, откуда, пообщаться. Видят, что иностранец, Окхара, something special. и это есть повод подсесть к вам. Сели в рикшу и попросили отвезти нас 5 километров вперед. Стоимость проезда 100 рупий. Попросили нас отвезти куда-нибудь в новое место. Он по кругу нас по какому-то повозил. И приехали ровно в ту же точку, только с другой стороны, откуда и сели. Дальше, говорит, я не знаю, как ехать. Вот бывает и такое. Так как Игорь отказался есть яичницу, он захотел, ну, в общем, овощи, он вегетарианец, ест только веганскую еду, поэтому сидим, ждем его заказ. Ну да, мы заказали алу-гоби, это картофель с... у нас это называется цветная капуста, белая, да? Цветная. Да. С томатом, ну, с помидорами. Овощи, получается. Со специями, да. И мы заказали палак-панир, это сыр, как будто Сыр адыгейский. в шпинатном соусе. Да, в шпинатном соусе, очень вкусно. Все без специй, но они, конечно, не умеют готовить без специй. Они считают, что все, что приготовлено без чили, это не еда. Поэтому вот сейчас посмотрим, оценим. Потому что они едят очень постно. Если им ничего не сказать, это будет очень остро. Не каждый сможет выдержать. То, что для них нормально, для нас нет. Что для русского хорошо, для немца смерть. С высоким индусом все здесь фоткаются, а он меня фоткает. Игорь, а почему ты с ним сфоткался? Потому что он высокий? Ну, мне понравился он просто необычный такой. Да и Статный. есть какие-то люди, да, особые личности, которые мне нравятся. Хочется видеть, ему тоже было приятно, на самом деле, сфотографироваться. Ты можешь громче говорить, мы тебя слышим. Конечно, могу громче разговаривать. В общем, мы ждем еду. Я думаю, она будет очень вкусная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, плюсики, там, жмусики, да, как там это правильно говорится? Да. В общем, поддержите ребят, потому что Там что-то взрывается, сковородки. интересный контент снимает. Мне очень нравится с ним проводить время. Индусам, я думаю, тоже. Вот так вот выглядит зеленый салат, грин салат, когда его заказываешь. Палак-панир, алу-гоби. Алу-гоби и палак-панир. Вот он, панир. Кусочки сыра белые. Всё, на камеру играет. Второй повар, ну, работяга садится есть. Лук, редиска. Вот эта редиска, она очень острая. И дал. И чапати. Ну, это салат они называют, лук с редиской, этот салат. И вода, вода для питья. Приятного вам аппетита. Лайм. Ну, лайм, лемон.
А лаймом обязательно сбрызгивают помидоры, морковку, все что угодно. Вон там кривляется повар. Салат для поцелуев. Приятного аппетита. Это биди. Biri. How much? One packet 10 piece, 10 rupees. Пакеты 10 рупий стоят. Там штук 10, наверное, вот таких. Игорь дал Чапман покурить. Они этот Чапман здесь все вместе курили. Ну, понравились ему эти сигареты. Вот он кайфует. Сейчас возле забора видно, сидел трансвестит. Ну, чувак, которому килограмм 120, наверное, 1,90 м роста. Но это видно, что транскрашенный. Что ты по этому поводу скажешь, Игорь? В Индии по поводу трансвеститов есть такая тема, их очень боятся. Я до конца не выяснил эту тему, но я так подозреваю, что какими-то они проклятиями запугивают местное население. И если трансвестит, особенно в поездах, когда едешь в индийских поездах, подходит трансвестит, все дают деньги ему, по-любому. Боятся. Все боятся реально не дать ему денег. Они прям себя чувствуют очень нагло, они ведут себя нагло. То есть прям требуют деньги, давайте по деньги. И прям вот люди, насколько я видел, когда они отдают деньги, они отдают, и лишь бы только он как бы ничего плохого не подумал, да. Вот представляете, вот с таким трансом бороться, 120-килограммовым, Скорее всего, проиграешь. у которого плечи как у пловца, и он каждое утро гири по 32 килограмма по 50 раз на каждую руку поднимает. У меня вот мысль возникла. Да. Помнишь, мы сегодня ехали, там 5 их сидело. А если вот такие вот реально 5, что мы будем делать? Мы же от них даже не убежим никуда. Рассказывайте, сэр. Историю вы хотели рассказать. Ты спросил по поводу, если нас схватят 5 трансвеститов индийских. Нет. Я что? просто слышал, что был случай, когда русского парня 5 трансвеститов поймали, и они ему просто плечи повыбивали. Я не знаю, что там с ними произошло, но, в общем, был какой-то конфликт. Я думаю, что Поздоровался он с ними неправильно. на самом деле, если нам попадутся 5 трансвеститов, то счет будет в нашу пользу. Главное не стать 6-м и 7-м Все будет хорошо. нам. Все будет хорошо. Не, ну они мощные, ребята, реально мощные. Это не просто индус, который ходит такой маленький, худенький, слащавенький. Это крепкие ребятишки, потому что, видно, или защищаться надо, или... Ну, они реально нагло себя ведут. На самом деле, это печальная история, приехать сюда, я не знаю, посмотреть город и биться с трансами, чтобы выжить. Это не очень приятно. 60 миллионов живет в столице. Плюс-минус официально, неофициально. Чтобы вы понимали, это реально огромный город. Но освещение какое-то слабоватенькое для такого города. Или мне так показалось. Если туда идти, то мы подойдем к воротам Индии. Indian Gate. Смотрите. Туман какой. Ворота Индии. Очень красиво смотрится в тумане все это дело. А может даже это и смог. Попросили отвезти нас километров за 30 от нас, от того места, где мы живем. Время 12 часов ночи.
Просто интересно, как выглядит ночной Дели. Не центр. Что ты чувствуешь? Я немножко, конечно, в шоке, потому что мы сейчас вот заехали. Слышь, он нас привез опять сюда. Здесь такая вонища стоит, просто жесть. Ну ладно, там хорошо те, кто живет на свалке, а те, кто живут рядом со свалкой, в квартирах за 5-10 миллионов, скорее всего, они чувствуют все то же самое. Ну что правильно? ты сейчас чувствуешь? Это сплошная вонь, просто вонь. Ну, есть в ней, конечно, что-то интересное, но это для любителей. Он нас, оказывается, привез опять в сторону свалки. Здесь такая вонища просто стоит. Я реально чувствую многое и разное. Но то, что сейчас чувствую, это... Она прям везде. То есть она везде. Она лезет вам в нос, в рот, в души. Ну да, но маслянистая даже, я бы сказал. Что-то такое... Гачик. Будем живы, не помрем, блин, потому что это просто нечто. Я такого не Ты ожидал. слышал, как водитель начал Даже водитель охерел просто. Говорит, ребят, блядь, сплевывает? да, вы Он приехали. слышал, Вот сплевывает. мне привезли, блин. О. Гаджет-пул. Если вы хотите экзотических ароматов, гаджет-пул. Пацаны на вот этом быке едут и музыку слушают. Hello. Здесь мы не можем пройти. Здесь мы не сможем пройти. Нам нужно прямо идти. Это лужа или вот там. Отсюда, наверное. Здесь мы провалимся, здесь грязь. Такой опасненький район, конечно, здесь ходить ночью туристам. Я бы не советовал этого делать. Никого нет, но знаете, как фильмы вот эти про индейцев. На склонах сидят люди, которые за вами следят. Потому что мы его попросили, отвези нас, покажи нам какой-нибудь трэш. Он опять нас сюда привез. Довольно-таки тихо, я вам скажу. То есть никого нет. Пока что. Своеобразно, конечно. Здесь посвежее, что ли, стало, да, я не пойму. Не так сильно уже пахнет. Когда мы сюда подъезжали, дышать вообще было нечем. Здесь еще более-менее такой запах. Ну, здесь терпимо. То есть здесь нормально дышать. Ну, как терпимо? Чувствуется какой-то осадок в горле. Неприятно. Вот здесь, конечно, трешак конкретный. Людей жалко, конечно. Одни коровки спят. Кстати, если кому-то нужны унитазы, Да, коровки. извините, можем привезти. Да. Корову кто-то накрыл, или она болеет, или я не знаю что, но она в этом, ну, видно, мерзнет. Ну что с ней не то, в общем. Попали на свадьбу. Смотрите, как все красочно здесь. Они его сейчас утащат туда.
сколько здесь человек? 200, наверное, максимум. Там какой-то процесс происходит, потому что я вижу, фотограф что-то фотографирует. Ну, у нас нет столько наглости, чтобы туда попасть. Но интересно, интересно. Это не свадьба, это хату Джан Джарьям. Вот так нам сказали. Вот этот парень нам разрешил туда пройти. धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की अपने अपने गुरुदेव महाराज की अपने अपने माता पिता की पितृ देवता की बोलिए सब संतों महंतों की वो सच्चे दरबार की बोले हारे के सहारे की। सभी एक कतार बनाएं और कतार से ही आप सभी लोगों को प्रसाद मिलेगा। और कैलाश बड़ा परिवार वालों की की अरदास करा लें बाबा की। Мы подошли прям в самое начало. और जिन भक्तों को गलती से ये कीर्तन यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो यहाँ पर हमारे ज्योति के सेवादार कैलाश शर्मा जी से आज बाल में बहुत सच्चे Все трогают огонь. धन्यवाद। दीपक साउंड और मेरा बच्चा गौरव म्यूजिकल गुरु। बच्चे अच्छा काम करते हैं, बुजुर्गों को गवाते हैं तो बुजुर्ग का दिल जो है सब चौड़ी हो जाती है। बहुत सच्चे दरबार की। Пришлось камеру положить. Excuse me. Камеру положить. Мне сказали, что нужно помолиться. Я помолился и выхожу отсюда. Блин, неожиданно все. Ну, интересно, конечно. Очень интересно все. Такое увидеть. Блин, реально неожиданно было попасть на такое мероприятие. Очень неожиданно. Все как в настоящем индийском фильме. Да, я там был. Там помолиться надо будет. Мне тоже надо до огня дотронуться. Что надо сделать? В общем, до огня дотрагиваешься и вот так вот голову. It's my to you, Hanuman. Why to you roll, Hanuman? आने हम हनुमान का रोल किया। Окей, окей. Еще туда надо деньги класть. Монет на этот огонь. Мне кажется, они подвыпившие, да, Игорь? Ну а сейчас коллективные фотографии. Все, они забыли про это мероприятие, они все возле нас. Все, thanks. Ну а сейчас коллективные фотографии со всеми делаем. Если это уже человек 30, мы фоткаемся. Давай, no problem. Нам сказали, уезжайте отсюда, потому что праздник посвящен божеству, а не вам. Тут, получается, мы всю толпу на себя обернули, поэтому лучше уехать. В общем, мы попали, сначала мы подумали, что это свадьба, а потом я подумал, что это пуджа, подношение Ганеша, но оказалось, что это какое-то раджастанское божество. Раджастан — это граница с Пакистаном, это уже пустынная такая местность. Я тебе знаешь, что скажу? Я тебя перебью. Вот этот вот, кто сидел там, самый главный, да. Он, знаешь, как начал нервничать, когда меня туда подвели. Он прям недовольный, то, что внимание было акцентировано не на нем, а на гостях. Да, и когда мы туда попали, очень сильно внимание переключилось. То есть было, вся толпа было подношение, божеству, а тут все
обратили внимание на нас. Ну, мы не знали. И уже в какой-то момент чувак говорит, типа, уходите отсюда, потому что это, ну, как бы неправильно, потому что тут всем молятся божеству, а вы сейчас больше, чем божество. Как бы. Так не должно быть. Ну, что мы можем сделать? И мы покинули чат. Да, да. Ну, я могу сказать одно, что если не хотите дергать судьбу, наверное, ночью все-таки в такие места лучше не ходить. Потому что все равно какая-то опасность есть. Ну, по крайней мере, у меня всегда есть тревога. Тем более в чужой стране, может быть, из-за этого, я не знаю. Но чувство страха, оно есть. Насторожило, знаете что? Я почувствовал перегар. И очень много ребятишек такие хорошо подпитые были, поэтому реально не стоит дергать лису за хвост. Me, Igor, you. Yeah, yeah. He, Denis, Dennis, Igor, you, you. No. Your name. yes. Okay. No problem. Он же по-английски говорит, да? Он просто повторяет, как обезьянка. Ну, то есть он не понимает, что я у него спрашиваю, как его зовут. Просто... А может быть его Ю имя? Так и есть? Да, да. А есть такое имя? Есть, конечно. Нет? Нет, я просто не знаю, какие имена тут есть. Он просто не понимает вообще ничего. Я вообще удивлен, как он нас... Довез? Он причем отвез нас очень качественно, да? Скажи. Все сделал в красоте. Ива, Игор, Денис, а you? Janu, Bisu, No, you, Джану. Janu, Джану тоже бог. You, Джану. you Janu, No, you, Джану. Джану? Janu. Окей. Да он не про божество говорит? Окей, understood. It's religion. Okay. Да, он джайнист. Все, мы приехали на мейн-базар. Ну и сейчас, естественно, перед сном горяченького масалти. Я вообще, если честно, выпил бы обычного или зеленого, или черного чая. Блин. Как вам чаек? Чаек на ночь. Там что-то рубит он. А это имбирь. Джинджер. И сахар, видите, какой крупный у них там. И чай гранулированный. Повторюсь, будьте бдительны. Только что сейчас стою и чувствую, ко мне сзади кто-то приближается к рюкзаку. Я отворачиваюсь, и человек прям параллельно моему рюкзаку тоже отворачивается. Я еще раз поворачиваюсь, он еще раз поворачивается. One second. То есть пытался залезть в мой рюкзак. Поэтому старайтесь рюкзачки впереди себя держать и карманы широкие не иметь. Здесь надо что-то поплотнее. Пытаются влезть в доверие, там ха-ха-хи-хи. Отвлекли, толкнули нечаянно там и все. И сумка вскрыта в течение 3 секунд. До этого приезда в Индию вообще не пил масал ти. Пила его только жена. Можно вмешаться? Нет, я бы сейчас хотел выпить любой другой чай. А я вот хочу вмешаться. Только что я спрашивал его, ты будешь масала чай? Он сказал, нет. Но я, честно, и когда я купил, он у меня забрал стакан и... Ну ладно. Приятного вам. Спасибо. Стаканчики глиняные, одноразовые. Попил, выкинул. Стаканчик вообще ничего не стоит. Ну, вернее, стоит, я покупал пустой за 5 рублей штучка. Но удобно. Это не пластик, это глина. Разбил, выкинул, все, он сгнил. Никаких проблем. И даже здесь кто-то, вот видите, скорее всего, водитель рикши, вот этой вело-рикши спит. Как они почки не остужают, я вот это не могу понять.
Уже закаленные, наверное, все. Какой день вот уже хожу мимо этой. Я так понимаю, это мечеть не действующая или... Ну, тут не слышно, чтобы азан был. Тут вообще... Working? Там не работает. Это мечеть, потому что... Не знаю. Она закрыта. Все, она закрыта. Она просто такая разрушенная. Поэтому кажется, что не работает. Но дверь есть. Она не работает, но там, скорее всего, кто-то живет. Сейчас узнали у местного соседа. Ну, скорее всего, мусульманин там живет. Так думаю. Наверное, присматривает.